Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Новая труба. У России появился неожиданный конкурент. Казахстан нацелен на солидный кусок китайского пирога. Казахстан собирается покуситься на потенциально возрастающие потребности Китая в газе и как бы вытеснять Российскую Федерацию оттуда, пишет РИА.ру. Борис Леонидович, а действительно ли Казахстан, который тоже поставляет газ в Китай, конкурентом России? Или это какие-то неправильные инсинуации у Блумберга? На всякий случай, давайте вот так без спешки разбираться. Это материал действительно РИА.ру, нашего самого популярного интернет-издания, наиболее читаемого, наиболее посещаемого. Поэтому будем просто аккуратно цитировать, чтобы никто нас не обманул. Цитирую заголовок статьи. «Новая труба. Двоеточие. В России появился неожиданный конкурент. Экономист Чередниченко. Казахстан нацелен на солидный кусок китайского пирога». Начало текста. Москва, 9 октября. РИА Новости, Наталья Дембинская. Точка. Казахстан собирается существенно нарастить экспорт природного газа в КНР. Это первая фраза. Пока по трубопроводным поставкам газа в Китай первое место занимает Туркменистан. Россия на втором, хотя в последние годы объемы существенно увеличились за счет европейского рынка. Еще раз читаем фразу. Россия на втором, хотя в последние годы объемы поставок газа в Китай существенно увеличились за счет европейского рынка. Нет, это неправда, ведь поставки в Китае идут из месторождений, расположенных на территории Иркутской области и Якутии, никоим образом не связанные с нашими поставками на европейский рынок. Удивительно, откуда взялась вот эта фраза. Поставки увеличились за счет европейского рынка. Единая система газоснабжения России не включает Кавыктинское и Чаяндинское месторождение. Это совершенно отдельный проект. Тем не менее, это печатает издание, РИА.ру. Следующая фраза. Как сообщил на Российской энергетической неделе вице-премьер Александр Новак, по газопроводу «Сила Сибири» выход на максимальное контрактное обязательство в 2025 году. 2 недели тому назад было подписано соглашение между компаниями «Газпром» и CNNP, и компанией CNPC, China National Petroleum Corporation, о том, что на максимальное контрактное обязательство вышли в этом году, в сентябре 2024 года. Удивительно, но РИА.ру об этом не знает. Поэтому цитируют новости от Александра Новака, которые появились значительно раньше, чем было подписано это соглашение. Следующая фраза. Казахстан в первой пятерке поставщиков. И, утверждает Блумберг, хочет напрямую конкурировать с Россией. То есть комментариев от РИА.ру нет. Блумберг утверждает, Казахстан хочет напрямую конкурировать с Россией. В планах Астаны существенное расширение добычи и экспорта. Для этого готовы даже построить новый газопровод параллельно с уже действующим Бейнеу-Базой-Шымкент. Вот это название, правда, в обратном направлении почему-то, видимо, так больше нравится Блумбергу и, соответственно, нашему замечательному изданию РИА.ру. Газ идет со стороны Шымкента. Шымкент – это город в Казахстане. Бейнеу – это город в Китае. Хорошо, назвали в обратном направлении. Этот газопровод является частью системы магистральных газопроводов Центральной Азии и Китая. По 2 очередям этого магистрального газопровода газ в Китае идет из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Общая мощность всей этой системы – 55 миллиардов кубометров газа в год. Из них квота Казахстана и Узбекистана 15 миллиардов кубометров. Оставшиеся 40 – это поставки из Туркменистана. Продолжаю цитировать издание РИА Новости. Даже несмотря на риски снижения темпов экономического роста в Китае, потребление растет. Потенциал высок, и Казахстан планирует откусить большой кусок этого увеличивающегося пирога, рассуждает доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Плеханова Олег Чередниченко.
Дальше продолжается цитирование высказывания уважаемого господина Чередниченко. У Казахстана с Китаем уже есть долгосрочный контракт на 10 миллиардов кубометров в год, но фактические поставки гораздо ниже. В 2023-м 5,8 миллиарда со всех трех крупных месторождений – Кашаган, Карачаганак и Тенгиз. Не может не удивлять сообщение о том, что три крупных месторождения газа – это Кашаган, Карачаганак и Тенгиз. Дело в том, что на всех этих месторождениях добывается нефть. Но, тем не менее, вот такая новость у нас опубликована. На всех трех месторождениях добывается, разумеется, и попутный нефтяной газ. И проблема того, что Казахстан уже несколько лет не может выйти на контрактные объемы, связано с тем, что для сохранения объемов добычи нефти основная часть объема добываемого попутного нефтяного газа направляется в пласт для поддержания внутрипластового давления. Дальше без всяких пауз. Казахстану нужен 21 миллиард кубометров. Для сравнения, в 2023-м Россия по силе Сибири прокачала 22,7 миллиарда. Если мне кто-то может объяснить, в чем здесь логическая связь, буду искренне признателен. Казахстану для внутреннего потребления требуется 21 миллиард кубометров газа в год. Для сравнения, Россия по силе Сибири прокачала 22,7. Что с чем сравнивается? Было бы неплохо сравнить с прокачкой газа из США в Мексику, из Алжира в Испанию. Но мы решили сравнивать с объемом прокачки в прошлом году по силе Сибири. Как заявил агентство Bloomberg, я продолжаю цитировать РИА Новости, Санжар Жаркешев, главный исполнительный директор «Казахгаза», для увеличения экспорта в КНР потребуется новая магистраль стоимостью от 3 до 6 миллиардов долларов. То есть Санжар Жаркешев говорит о том, что имеется проект строительства новой газовой магистрали, которая может стоить от 3 до 6 миллиардов долларов. С учетом того, что разброс по цене 2 миллиарда в 2 раза, от 3 до 6 миллиардов, очевидно, что проект находится в начальной стадии. Когда заявляют стоимость, которая может различаться в 2 раза, это говорит о том, что еще ни маршрут не проработан, ничего не проработано, нет решения об окончательном, нет окончательного инвестиционного решения, ничего нет. Тем не менее, напоминаю, заголовок в РИА Новости звучит: новая труба, у России появился неожиданный конкурент. Но ведь еще нет трубы. Еще нет проекта этой трубы, еще нет окончательного инвестиционного решения, ничего нет. Уважаемые РИА Новости, может быть, что-то не так? Может быть, новая труба у России появился? Появился – это глагол в прошедшем времени. Но трубы еще нет, нет ее проекта. Может быть, было бы корректно написать «может появиться». Нет, заголовок звучит: у России появился неожиданный конкурент. Далее идет цитирование Олега Чередниченко. Инвестиции очень велики, но в случае достижения договоренности с Китаем вероятность вхождения Астаны в этот инфраструктурный проект приблизится к 100%. Инвестиции велики. В случае достижения договоренности с Китаем вероятность вхождения Астаны приблизится к 100%. Можете мне объяснить, о чем текст? Если договоренность с Китаем возникнет, то Астана в этот проект войдет. А если нет? А с кем договаривается с Китай? Каким образом вероятность приблизится к 100%? Ничего не понимаю, но продолжаем читать замечательную заметку на РИА Новости. Новый газопровод действительно увеличит экспортный потенциал «Казахгаз». Однако внутренний дефицит топлива усугубится, считает Павел Марышев, член экспертного совета при Российском газовом обществе. То есть экспортный потенциал увеличивается, но дефицит на внутреннем рынке Казахстана тоже увеличивается, усугубляется. И вот здесь возникает уже какой-то проблеск истины. По мнению Олега Чередниченко, казахстанскому правительству необходимо найти ресурсы, чтобы сдержать усиливающееся инфляционное давление. И экспорт тут может помочь.
Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. То есть для того, чтобы бороться с инфляцией, нужно, по мнению Олега Чередниченко, увеличить объемы поставок газа из Казахстана в Китай, при этом усугубляя внутренний дефицит топлива. В таком случае инфляция точно уменьшится, но Астана неизбежно столкнется с проблемой ценообразования. Расходы на газопровод 3,6 миллиардов не могут не повлиять на это. Именно ценообразование – главное преимущество «Газпрома». Российский экспортер уже поставляет Китаю сырье с хорошим дисконтом. Еще раз. Российский экспортер уже поставляет Китаю сырье с хорошим дисконтом. Дисконтом по отношению к чему поставляет российский экспортер? Формула цены по контракту о поставках по силе Сибири-2 имеет нефтяную привязку. Хороший дисконт по отношению к чему? Откуда взялась эта фраза? Какой хороший дисконт? Кому именно стало известно о существенной скидке, которую предоставляет «Газпром»? Следующая фраза. Также согласовано строительство силы Сибири-2 мощностью 50 миллиардов кубометров. С кем оно согласовано? Если строительство согласовано, значит подписан контракт. Значит, стороны, Россия и Китай, согласовали ценовую формулу. Но строительство не ведется. Кто с кем согласовал строительство силы Сибири-2? РИА Новости. Вы удивляетесь новостями? Экономика этого проекта, по предварительной оценке, значительно устойчивее, чем альтернатива, предлагаемая южным соседом, подчеркивает Маршев. Экономика этого проекта. Контракта о строительстве силы Сибири-2 нет. Экономика этого проекта. Устойчивее, чем альтернатива, предлагаемая южным соседом. А разве южный сосед предложил какую-то альтернативу? Речь идет о строительстве газопровода, который может стоить то ли 3 миллиарда, то ли 6 миллиардов, при этом не указано, на какой объем он будет рассчитан. Значит, экономика этого проекта, который не согласован между Россией и Китаем, устойчивее, чем альтернатива, предлагаемая южным соседом, о которой мы тоже ничего не знаем. Неизвестна протяженность этого маршрута, неизвестна его транзитная мощность, ничего не известно. Но, тем не менее, мы выясняем, что экономика устойчивая. Максим, большое спасибо, что вы подсказали такой прекрасный материал, который заканчивается фразой, как пояснял ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер: с выходом силы Сибири дальневосточного маршрута на полную загрузку Москва станет самым крупным поставщиком газа в Китай. Это действительно правда, поскольку мощность силы Сибири экспортная 38 миллиардов кубометров, по дальневосточному маршруту планируется добавить еще 10 миллиардов кубометров, 38 плюс 10 – 48. Годовая транзитная мощность сети магистральных газопроводов в Центральной Азии и Китае 55 миллиардов кубометров. Но в этих поставках участвуют 3 государства – Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Квота Туркмении 40 миллиардов кубометров. Да, действительно, здесь чистая правда. С того момента, как Россия сможет поставлять в Китай по трубопроводам 58 миллиардов кубометров, действительно, Россия выходит на первое место. А о чем был весь остальной текст, мне, к сожалению, сказать сложно. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока YouTube замедляют, призываю вас не дожидаться, пока его заблокируют вместе с нами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в столь интересное время. Туда же положим ссылочку и на этот замечательный материал. Спасибо. Всем спасибо за внимание. Не читайте на ночь Bloomberg.